Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем будет роман? С бывшей или с новой? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад телефон под видео. И сразу же мне показано, что меня смотрит большинство людей, которые потеряли свою любовь. Которые потеряли не то, что любовь, потеряли кто-то брак, да, семью, причем довольно счастливую, казалось бы, семью и отношения. Мы не будем об этом очень углубляться, да, вы знаете, потому что я прислушиваюсь к вашим комментариям и не буду сильно бередить вам душу бывшими. Но то, что здесь разрыв 100%, то есть был человечек, да, и его как будто никогда и не было. Вот человечек, который был в вашей жизни, он очень сильно поменял вас. Я имею в виду женщину. Вы сейчас стали человеком очень таким, знаете, осторожным, очень недоверчивым. Вы стали более таким, знаете, практичным. Кто-то из вас стал более таким, ну не то чтобы затворником, да, но меньше стали общаться. Хотя когда-то вы были очень такой компанейский человек, вам нравились и посиделки. У вас, возможно, даже было в разы больше друзей-приятелей. Но это было до того, как вы потеряли свою любимую женщину. У многих проиграется измена, причем измена у кого-то даже может быть не один раз была в жизни, то есть вы получили, ну такой двойной, тройной удар может быть, да, стали жестче. И я смотрю, этот такой вот пункт, этот момент у нас переходит часто из расклада в расклад. Стали более жестче, стали более такой, может быть, взрывоопасный, может быть, более вспыльчивый, да. Не потому, что вы такой плохой, а просто потому, что даже у самого терпеливого человека терпение рано или поздно заканчивается. И ваше такое бесконечное, казалось бы, терпение, оно тоже заканчивается периодически и, знаете, оставляет постоянно след в вашей душе. Когда-то вы терпели, да, но бесконечного терпения не бывает. И, конечно же, теперь вот вы стали, ну, другой. И не говорю, что кардинально другой, но вы стали более жестким, может быть, более в каких-то моментах хладнокровным, да. Напишите, ребята, у кого резонирует. Давайте снова сделаем наш такой маленький опрос в комментариях. Вот напишите, вы после расставания с женщиной стали более жестким или все такой же? Да, бывают ситуации, когда в душе вот ты вроде бы белый и пушистый, а к людям, ну ты больше не можешь относиться по-старому, вот с какой-то такой безумной любовью, заботой и со всем тем, что делал раньше, да? Это опять же отпечатки. Хотя я вам скажу, что вы по натуре, ну такое, имеете лидерский характер. Вы всегда привыкли быть первым. Вы могли раньше вот в жизни выигрывать соревнования, либо же, ну, какие-то призовые места занимать. Вы привыкли быть, ну, такой очень, ну, вы вообще целеустремленный, в принципе, человек. Вы сейчас остаетесь, просто немножечко мотивация у вас отсутствует. У многих, по крайней мере, я не вижу мотивации. Кто-то из вас сейчас находится реально в депрессивном состоянии. Скорее я склоняюсь, это те, кто недавно разошлись, да. И вот, казалось бы, да, сильный мужчина, император, вы довольно часто, да, в раскладах выпадаете в сигнификации императорами. Но сильный мужчина, который периодически дает слабинку, да, по той простой причине, что даже император имеет чувства, имеет какие-то эмоции, да, и даже император иногда бывает в таком сломленном состоянии. То есть, ребят, кто сейчас в отчаянии, я вам скажу такие простые слова, да, которые были где там на кольце царя Соломона, да, и это пройдет. Как бы это банально не звучало, но бывает, что вот, да, человек думает, все, конец жизни, конец света, а на самом деле и даже эти самые сложные периоды, самые острые, тяжелые ощущения, эмоции, это все пройдет. И я думаю, многие со мной согласятся, потому что многие уже это прошли. А поскольку у нас общий расклад, то, конечно же, кто-то сейчас в таких тяжелых настроениях находится, а кто-то уже это на своей шкуре испытал.
Также среди вас есть люди, которые связаны с формой. Опять-таки это у нас показано. Армейскость, конечно, вам дается очень тяжело. И ребята, которые находятся там, где горячо, ну, я могу сказать, берегите себя, потому что будут опасные ситуации. Хоть деньги вроде бы и платят вам, да, довольно большие деньги. Но здесь даже по деньгам будет обман, либо же уже он есть. Это так, я вскользь говорю. Но, в принципе, вы особо на эту ситуацию не повлияете. Мутят, мутили и будут мутить. Это коротко я сказала, да, про тех, кто связан с формой. Далее, по поводу личной жизни. У кого-то из вас есть сейчас женщина, с которой, ну, скорее у вас, ну, такие любовные отношения. Потому что, ну, здесь основано больше даже не на чувствах, а вот как-то на страстях. Вы можете мне даже прописать, ребят, вот у кого есть уже новые отношения после разрыва, вы мне можете написать, вот на чем основаны ваши отношения. Понятное дело, что это общий расклад. Кто-то из вас может написать, что да, я влюбился. Это тоже может быть, потому что общий расклад. Но в большинстве своем вот те из вас, ну, скорее основаны на симпатии, ну и, конечно же, на страсти. Я не вижу здесь далекоглядных планов по поводу этой женщины, у кого она есть, да. Не вижу пока таких намерений прям жениться. Здесь такое вот, ну чисто, ну роман. Ну что здесь еще скажешь? Те из вас, кто сейчас находятся в отношениях, да, потому что такие тоже есть, отношения несерьезные, и они у вас, знаете, заходят в тупик. Я говорю именно про токсичные отношения, которые вроде бы длятся, вроде бы вы и давно вместе, да, вы ссоритесь, миритесь. Ну, понимаете, что, ну, так не должно быть, да? Кто-то живет как соседи, кто-то постоянно ругается. Ну, то есть между вами нет вот этого того самого тепла, которое должно быть в нормальной семье, ну, либо же в нормальных отношениях. Ну, давайте ближе к делу теперь. Кто же появится в вашей жизни? С кем будет роман, да? С новой или с бывшей? Представляю, сейчас все поднапряглись. И опять я в который раз говорю, ребят, те, которые похоронили своего Бобика, да, и засыпали земелькой, его там на могилке и крестик поставили, ну как же вы сильно ошибаетесь. Вот мне даже показано, да, вот что вы поставили крест на своей мужской силе. Ну, есть такие, да, понятно, что не все. Ну, я вам говорю, вот, посмотрите, перекрывает карта Солнца. То есть это неправда, у вас все там рабочее, все нормально, и Бобик ваш будет жить. Ну, смотрите, в вашей жизни появится женщина, сейчас я продолжу вас интриговать. Она будет моложе вас. Она такая, знаете, ну, довольно таинственная дама. Она, в общем-то, не бесхарактерная, не такая уж белая пушистая кошечка. Она довольно целеустремленная женщина. Она непростая, но она очень сильно вам понравится. Женщина, которая будет с вами, да, очень такая нежная, ласковая. Вот именно хочется назвать ее, ну, стопроцентной любовницей. Из таких женщин получаются как раз такие классные гейши, да, вот именно те, которые будут ублажать вашего Бобика, ласкать, нежить, тискать и все такое, да, вы понимаете, о чем я говорю. У кого-то проиграется, что с этой женщиной вы где-то пересекались. Это не бывшая, не падайте в обморок. Но эту женщину как-то вот вы знаете. Либо же знаете в лицо. Либо же это какие-то такие, знаете, легкие отношения, ну не отношения, а легкое общение. Мы не будем привязываться к местности, да, у кого на работе, у кого в компании, у кого там где-то, может быть, на одном этаже вы живете. У каждого это, конечно же, проиграется по-разному, но то, что вот каким-то образом где-то вы видели, может быть, вы в соцсетях с ней общаетесь, да? Смотрите, даже не исключено, что эта женщина может быть не свободной. Выпала семейная карта. Это может быть либо же действительно настоящий брак, да, официальный, либо же это гражданский брак. Женщина, которая вам понравится, и у вас как-то это будет все обоюдно. То есть это та ситуация, когда вы
зная, да, ну то есть каким-то образом вы уже знакомы, здесь произойдет вот, ну, какая-то ситуация, которая вас сблизит. У каждого это будет своя ситуация, я специально не описываю, чтобы не привязывать никого, да. Кто-то, может быть, в магазине будет стоять в очереди вместе рядом с этой женщиной, да. Я сейчас утрирую, но просто чтобы вы понимали. Может быть, у кого-то она будет там, я не знаю, на лавочке под подъездом сидеть. Может быть, она ваша соседка у кого-то. И вы тоже сядете на лавочку и разговоритесь, и тут понесется. Ну, то есть вы понимаете, да, что сейчас вот вы ее так, ну, постольку знаете. Но будет сближение и будет влюбленность. Причем какая-то вот обоюдная влюбленность, но вас очень будет смущать тот факт, что она не свободна. Многие из вас призадумаются и скажут, а зачем оно мне надо, да, потому что, ну, как-то это не входит в ваши планы разрушать семьи, правда ведь? Так вот, я вам скажу, что эта женщина вам расскажет, что она живет с мужчиной, ну, чисто ради денег. Вот даже отлично я вам покажу карту. Вот просто она живет, потому что без своего мужчины, без своего мужа она просто, ну, не протянет. Они ссорятся, они мирятся, да, ну то есть это жизнь такая, скорее в корыстных целях. Кого-то из вас, может быть, это испугает, вот она такая сякая, да. Здесь просто у женщины нет другого выхода. Ну, знаете, как бывает ситуация, кому-то некуда пойти, негде жить и так далее. У каждого свои мотивы, мы не будем никого обсуждать, осуждать тем более. Но это может быть камнем преткновения, вот именно в развитии ваших отношений, потому что вы будете с ней общаться, не один раз общаться. Для начала это будут такие более, ну, задушевные какие-то близкие разговоры. Я не говорю, что вы будете сразу же прыгать в постель, нет. Вот сначала вы узнаете о ее жизни, она вам расскажет о своей семье, о том, как, в принципе, ей довольно нелегко живется с этим мужчиной, как она хотела. Ну вот, карты каждая говорит сама за себя. Она вам будет рассказывать, как ей довольно непросто вот жить с мужчиной, да. Даже, может быть, кстати, проиграется, что она боится, побаивается своего мужчину. Ну, может быть, ну, такой тиран даже в каком-то смысле, да. Он вроде бы деньги дает, а она ему, может быть, бесплатная прислуга, да. Вот что он сказал, то и делает, тоже такое может проиграться. Она давненько подумывает о том, чтобы с ним расстаться, но она не знает, куда пойти, куда податься. То есть сомнения есть. И знаете, вот она для себя даже решила, что как только в ее жизни появится, ну, такой настоящий нормальный мужчина, без вранья, без предательств, да, вот, но именно настоящий мужчина, с которым можно строить отношения, она без зазрения совести уйдет к другому. И этим другим можете стать вы. Просто поначалу, я еще раз говорю, вы будете опасаться, да, ну, чтобы не разбивать семью. Еще раз говорю, отношения у вас с ней могут быть очень такие бурные, страстные. Конечно, они будут тайные поначалу. Это естественно, потому что она вроде бы еще не свободная. Ну, как это часто бывает, да, что вот-вот на грани там развода. Но я вам скажу, она действительно, она готова уйти от мужчины, если у вас начнутся такие стабильные, серьезные отношения. Это даже не просто романчик. Эти такие, казалось бы, для кого-то, может быть, несерьезные отношения могут перерасти в семью и в настоящую любовь. Но постоянно, что у нее, что у вас вот какие-то сомнения. Но опять же, у нее сомнения по поводу того, что как уйти от мужа с меньшими потерями, как обустроить свою новую жизнь, что будет дальше. Вот у нее страхи немножко будут по этому поводу. Да, здесь будут конфликтные, такие непростые расхождения с ее мужчиной. Да, она просто так не уйдет. Поэтому, если вы действительно кто-то захотите дождаться эту женщину, пока она все-таки поставит точку в своих отношениях, пока она уйдет от мужа, ну, нужно быть готовым к разным ситуациям и вплоть до того, что муж даже, может быть, будет выяснять каким-то образом с вами отношения. Это может быть конфликт, скандал какой-то, да, размахивание кулаками не будет, не переживайте. Но, тем не менее, вот придется немножко так потерпеть, потому что, ну, вы понимаете, женщина, ну, не может сразу порвать, она его боится.
Поэтому вот такие дела, ребятушки. В общем-то, вы поняли, да, что женщину эту вы знаете, но женщина находится, ну, в таких довольно токсичных отношениях, в стадии развода, можно сказать. Ну, это так, иллюзия семьи, это иллюзия отношений. И, в принципе, она мучается с этим человеком. И знаете, я понимаю, что многие мужчины скажут, что я не хочу разрушать семьи, но по факту это не семья уже. Это не семья. Вот она живет с ним, потому что, ну, то ли у нее еще может проиграться, может быть, работа не очень так высоко оплачивается. Может быть, она даже без работы, потому что вот ее каким-то образом держат финансы. Плюс квартира может держать, да, потому что бывают разные ситуации. Может быть, у нее нет родителей. Мы не будем так углубляться в ее биографию этой женщины. Может быть, ей некуда реально пойти, ни сестер, ни братьев, да, снять квартиру не за что. Поэтому она для себя вот решила, что если в ее жизни появится мужчина достойный, да, она с удовольствием уйдет к новому мужчине от этого тирана. Поэтому дерзайте этим новым мужчиной, можете смело стать вы. У вас будут стабильные отношения, у вас будет любовь, у вас будет гармония с этой женщиной, если, конечно же, вы рискнете и немножечко подождете. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!